Друзья, всем привет! Вот уже несколько недель подряд, в выходной день, жена готовит вкусные творожные пончики. Я решил поделиться с вами таким рецептом, потому что разлетаются они просто на ура. Итак, для начала в глубокую тарелку отправляем творог. Сегодня у нас домашний творог, покупали на рынке у бабушки. Но, конечно же, подойдет и покупной творог жирностью 5-9%. В эту же тарелку нужно отправить сахар. Полностью подробный рецепт читайте в описании под видео. Пачечку ванилина или же пачечку ванильного сахара, кто что больше любит. Одну упаковку разрыхлителя. И сразу же вот сюда нужно вбить 2 куриных яйца. Берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. Нужно добиться такого состояния, чтобы творог стал немножко жидким, но не полностью, чтобы немножко остались крупинки. Все размешать нужно будет примерно вот до такого состояния. Творог уже можно просто так слопать, он уже очень-очень вкусный. Дальше сюда к творогу мы будем добавлять 2 стакана муки. Вначале берем ложку и хорошо муку смешиваем с творогом. А после того, как ложкой уже будет сложно перемешивать, тесто нужно будет хорошо вымесить руками. Ну и смотрите, во время того, как вы будете вымешивать тесто руками, нужно будет еще подсыпать муку. Сколько подсыпать муки будет зависеть лишь от того, какой у вас был творог. Если у вас творог был более жидким, муки у вас пойдет намного больше. Если творог был менее жидким, муки пойдет меньше. У меня в общем итоге пошел еще 1 стакан. Вымешивать тесто нужно будет до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Должен получиться вот такой вот один большой комок теста. Разделочную доску и рабочую поверхность немного присыпаем мукой для лучшего удобства. Руки точно так же присыпаем мукой. Из большого куска теста отрываем небольшие комочки и стараемся выкатать аккуратные шарики. Размер шариков должен быть похож на каштаны. Ну и вот таким же образом вам нужно будет сделать полностью все шарики из всего теста, которое у вас есть. После того, как вы сделаете первую порцию, примерно это будет на 1 размер разделочной доски, на плиту устанавливаем кастрюльку с подсолнечным маслом. Масло нужно будет налить в нее столько, чтобы полностью все шарики, которые вы сделали, хорошо в нем утонули. Дожидаемся, пока масло хорошо раскалится, и только после этого мы будем отправлять в него наши будущие пончики. Сколько в кастрюлю отправлять шариков, решать только вам. Самое главное, чтобы во время жарки вам было легко и удобно их переворачивать. И не забывайте, что во время жарки они у вас увеличатся в объеме еще примерно в половину. Время от времени пончики нужно будет переворачивать и обжаривать до золотистого цвета, но смотрите, чтобы они вам не пригорели. После жарки вынимать пончики мы будем в отдельную тарелку, застеленную бумажным полотенцем либо же салфеткой. Ну а после того, как пончики хорошо остынут, каждый пончик нужно будет обвалять в сахарной пудре. Вот сейчас в этой тарелке вот такая вот горка, это примерно половину пончиков, которые у вас должны будут получиться. И я вас уверяю, долго они у вас точно не залежатся. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такой вот простой, легкий, но очень-очень вкусный рецепт сегодня получился. Всем, кому понравилось, обязательно нужно поставить лайк, подписаться на канал, поделиться вкусняшкой с друзьями. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новом ролике на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорой встречи!